уха у нас будет бульончик и рыбка. Больше ничего. Ёлки-палки, Рифат, забыли трубу. Придать ей вкус костра. Чем же отличается уха от рыбного супа? Эти кусочки прям в суп будешь кидать так целиком? Да, холодно здесь. Наконец-то на Кавказ пришла настоящая зима. Снежная, морозная. И захотелось приготовить чего-нибудь горяченького и жидкого. А так как мы читаем все ваши комментарии, сегодня мы покажем вам, как мы готовим уху. Не рыбный суп, а уху. И чем отличается уха от рыбного супа, я сегодня вам постараюсь рассказать. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы начинаем. Для моего рецепта ухи нам понадобится рыба белый амур, судак, карп зеркальный, карасики. Также я люблю еще в уху добавить икру. Вот это мы отдадим нашим друзьям. Мы здесь не одни. Кс-кс-кс-кс. Так, по специям у нас только черный перец и соль. Из овощей лук, морковь, корень сельдерея и зелень и петрушка. Ну и, конечно, разогревчик небольшой, потому что на улице прям холодно. Ну, я думаю, у многих возникнет резонный вопрос. Чем же отличается уха от рыбного супа? Рифат, уха от рыбного супа отличается тем, что рыбный суп варится с мелкой морковкой, с луком, рис добавляю, рыба, все. А уха – это именно только рыба и бульон. Поэтому мы сейчас обезглавим нашу рыбу большую, возьмем карасиков, завернем их в марлю, сварим отдельно крутой бульон, а потом уже будем добавлять рыбу. В марлю завернем? Ну да, вот я взял с собой марлю. Ну вы все увидите сами, это будет наш некий лайфхак. Каждый раз ты какие-то полезные вещи рассказываешь, я заметил. Я стараюсь, чтобы вам было интересно. Ну вот и пришло время марли. Сейчас я расскажу, для чего она нам понадобится. Марля должна быть не стерильная, то есть, чтобы запаха не было. Сделаем 2 слоя. И сюда выложим наших карасей на марлю. Вот так. Сюда же добавим головы от большой рыбы. Карп, судак, караси. И сделаем мешок. И вот так все это будет вариться полчаса. И у нас получится крутой, наваристый бульон. Рифат, ну мне нужна будет тут твоя помощь. Спасибо. Так, и получился у нас вот такой мешочек, в котором мы будем варить полчаса эту рыбу. В итоге марля-то для чего? А если мы рыбу бы варили полчаса без марли, бульон весь был бы в потрохах, рыба развалилась в костях. А так получится, все останется здесь. Потом мы это отдадим, вот кошечка есть. Вот. А сами будем варить уже большую рыбу. Она здесь сидит уже, ожидает свою очередь. А те, кто не знал и вам понравилось, поставьте лайк. Овощи вариться у нас будут тоже целиком, вместе с этим мешочком нашим марлевым. Лук будет вариться в шелухе. Он придаст ухе нашей цвет. Отрежем только вот так. Прорежем вот так крест-накрест, чтобы он охотнее выдавал сок. И вот так все луковицы. Морковку поделим на 2 части. Так, крупные самые куски можно еще разделить. И еще есть у нас корень сельдерея. Его тоже мы обработаем, отрежем у него хвосты. Вот так почистим. И на 2 части. Вот так. Вот такой набор овощей у нас получился для ухи. Крупно, потому что мы тоже это все потом вытащим. От этого нам нужен только вкус. Уха у нас будет бульончик и рыбка. Больше ничего. Вернем это все в тарелочки.
Оп, и рука тянется сама согреться. Рифат, я знаю, ты не пьешь, но хотя бы чокнись со мной. Ух, она аж тянется. Вот так холодно здесь. Держи, дорогой. Так. Ну что, друзья, по традиции выпьем за здоровье. Я сам недавно чуть приболел. Вот сегодня мне стало получше. Мы с Рифатом выехали в это прекрасное место. И я не понаслышке знаю, что такое, когда плохо. И всем людям на этой планете в этом году и в последующих годах я желаю здоровья, чтобы этот год быстрее закончился, и чтобы следующий был в 1000 раз лучше, чтобы все выздоровели, никто не болел. Дай Бог всем здоровья. Отличный тост, давай. Ну что, поехали дальше. Идем разжигать казан. Идем разжигать очаг под казаном. Так, елки-палки, Рифат. Оп. Такое не бывает, чтобы ничего не забыть. Забыли трубу. Так. И что это означает теперь? Это означает то, что будем сегодня работать без трубы. Посмотрим, как эта печь справится. Кстати, друзья, многие спрашивают, на чем мы готовим, да, Рифат, или как, Да, чем в комментариях пользуемся. постоянно тебя пишут. Да, я не хотел рекламировать ничего, потому что все, что вы видите, это я все купил сам. Но именно вот эту печь я хочу вам, как это, Рифат, сказать? Порекомендовать, да. Потому что реально сколько мы приготовили на ней уже. И шурпу готовили, и плов готовили. Цыплят табака мы готовили на этой печи. Она какая была, такая осталась. Добротная, мощная печь. На вот таких острых ножках. Здесь идет вот такой колосник. Очень толстый. Не знаю по размерам, как там говорится. Вот, но материал, металл добротный. Вот. Казан, кстати, я тоже брал у них же. Казаны, по-моему, делают не они, но они их продают. Поэтому... Не, ну ребята местные. Ребята местные, да. Почему я купил именно их продукцию? Потому что я с Пятигорска, и мне нужно было срочно казан, очаг. И я посмотрел, мне понравилось. Ножки раскручиваются, прикручиваются. Есть везде поддув отсюда. А здесь, наверное, подставки же еще у нас. Подставки есть тоже, да. Я их оставил Их тоже тоже, дома да? вместе с трубой. Да. Ну вот сегодня как раз посмотрим, как работать без трубы и без подставок. Кстати, купил я в Пятигорске, но у них есть интернет-магазин, Инстаграм, ВКонтакте группа, поэтому ссылки оставим все в описании. Их мне не стыдно рекомендовать. Заливаем 10 литров воды. Сразу в холодную воду кладем рыбку. Водичка закипает. Порежем остальную рыбу на порционные куски. Отрежем спинку, а нижние плавнички оставим. Хороший у тебя нож. Да, универсальный Топор целый. топорик. Вот такой, с моим А логотипом. ну подожди. А, это твой логотип? Да, Эльдодама. Его выжигали. Я делал на заказ этот нож. Вот, он удобный, но рука у меня большая. Мастер не учел. Вот, чуть-чуть шире рукоятку и длиннее. И вообще очень хороший инструмент. Выглядит, конечно, он так харизматично. А сталь хорошая? Сталь 95Х18, да, хорошая сталь, 57 закалка. То есть те, кто разбирается, сейчас прикольно. да, они поймут, то есть точить легко, перетачивать. Ну, сколько уже я им пользуюсь, еще ни разу не доводил. Заточка серьезная, короче, у тебя. Судочка перекладываем. Ну что, вот даже без трубы тяга отличная, нигде не дымит. То есть печка выполняет свою функцию даже без трубы, которую мы забыли. В следующем ролике она обязательно будет, правда? Да, да. То есть вот, Рифат, посмотри, какая тяга.
Нам нужно нарезать икру порционными кусочками. Ну тоже симпатичная, что за нахуй? Да, это Тоже нож, под заказ. тоже произведение искусства, карачаевский нож «Бычак». Здесь идет порошковая сталь М390 и железное аризонское дерево Ironwood. Опа. Рифат, ты ел когда-нибудь уху с икрой? Нет. Значит, ты не ел уху. Это по моему мнению. Я вообще уху не ел вот так приготовленную. Я только где-нибудь в кафе пробовал. А, то есть ты не знаешь, что это? Да, так что я особо, ну как бы, неискушенный в этом деле человек. Будем сейчас сравнивать. А я люблю уху обязательно с икрой. Тем более, что сейчас такое время года, что практически вся рыба с икрой, очень много. Ну вот все, что мы сегодня взяли, практически вся была с икрой. Эти кусочки прям в суп будешь кидать вот так целиком? Да, икра это же белок. Мгм. Она быстро свернется и останется вот такими кусочками. Начинает закипать, снимаем пенку. Хорошо снимать пенку, пока еще не кипит, а закипает. Потому что когда начнет бурлить, эта пена будет потихоньку смешиваться с нашим бульоном. Да, и уха не должна сильно кипеть, чтобы бульон остался прозрачным. Все, наши караси и головы закипели. Закидываем корнеплоды и полчаса будем варить, чтобы получить насыщенный вкусный рыбный бульон. А вот эта рыба у нас будет для вкуса именно рыбы, а не бульона. То есть мы ее долго варить не будем, чтобы она осталась целая и ее было приятно кушать. Прошло 20 минут. Нужно теперь посолить все хорошо, чтобы 10 минут у нас это уже поварилось с солью. Смотри, как снег оттаял вокруг. Вот поэтому всегда говорят, почему, что карачаевские барашки могут круглый год кушать зеленую траву. Потому что у нас снег падает прямо на зеленую траву. Осень не успевает ее желтой сделать. И барашка вот так подходит, копытом делает и зеленую травку кушает. Поэтому и мясо такое вкусное, что она не сено полгода ест, а круглый год зеленую травку. Добавим перец горошком, а уже в тарелочке готовую уху мы его помелим. Ну и лавровый лист. Я опять про него чуть не забыл. Как в этом ролике, в котором мы готовили рак. Рифат, давай покажем, какое должно быть кипение. Вот это даже уже сильно. Сейчас мы закроем, чтобы так сильно не было. То есть чуть-чуть должно кипеть. Карасики и головы сварились. Овощи тоже. Отдали все, что могли отдать. В тарелку. Это нам больше не нужно. А это мешочек с рыбкой. Он остынет. Вот здесь. И мы отдадим его кошкам. Теперь остался чистый бульон. В него мы будем закладывать рыбу и икру. Амурчик. Судак. Карп. Икра. Разровняли, и больше мы ничего не трогаем, не мешаем, чтобы рыба не разломалась, чтобы она целая осталась. Идем резать петрушечку. Ну и чем отличается уха, приготовленная на открытом огне, от ухи, приготовленной на кухне? Тем, что нужно затушить кочережку и придать ей вкус костра. Насыпаем петрушку, чуть-чуть помешиваем, только с бульоном, а не с рыбой, чтобы рыба не развалилась. Уха готова, накладываем. Это судак и икра. Вот он, карпик. Еще икры тебе, Рифат. Вот она. Вот так. Бульон, видите, какой прозрачный? Нету никаких потрошков. Икры надо добавить. Все, Рифат, пойдем за стол. Покушаем наконец-то. Честно говоря, замерзли мы сегодня хорошо. Ну, сейчас погреемся. Ну что, попробуем. Давай.
Ты главный мой сегодня дегустатор. Ну, как я и говорил, я с икрой не пробовал ни разу уху. Вот сейчас буду первый раз пробовать. Давай. Ну как? Вкусно? Офигенный. А бульон попробуй, какой насыщенный. Бульон реально получился прозрачный, наваристый. И насыщенный. Чувствуешь вкус рыбы? Да. Когда рыбу кидаешь, за то время, когда она варится, бульон так не насыщается рыбой. Поэтому мы сначала отварили маленьких рыб, головы, а уже сюда, в этот насыщенный бульон, мы кинули большую рыбу, для того, чтобы именно ее съесть. Вот. Еще и зелень здесь. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, дизлайк, если не понравилось. Пишите в комментариях, как бы вы приготовили уху, какие у вас есть рецепты. Вот. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, колокольчики, ничего никогда не пропустите. А мы будем стараться для вас, да, Рифа? Да. А сейчас мы постараемся это все съесть, потому что порции прям очень конкретные.